Собаки – верные и умные животные, которые, несомненно, распознают, кто хочет причинить им боль, а кто нет. Эта история – хороший пример. Брошенная собака на мосту отдается любви своего спасителя. В отказе от домашних животных нет ничего нового. Хотя известно, что с пандемией он усилился в нескольких странах, ни для кого не является неожиданностью увидеть брошенную собаку, как это происходит в этой истории. По данным Всемирной организации здравоохранения, 70 существующих в мире собак являются бездомными, то есть из 800 миллионов собак в мире около 500 живут без дома. Если вы хотите узнать эту историю, продолжайте читать. Собака из этой истории была брошена на мосту во Вьетнаме. Его предыдущий владелец крепко привязал его шлангом к перилам, у него не было шансов сбежать, и давление причиняло ему боль. Необходимо было выпустить его как можно скорее. Мост находился в оживленном районе, и по этой причине его вовремя увидел мужчина, который немедленно позвонил властям, чтобы приступить к спасательным работам. Собака явно была далеко от дома, одинокая и дезориентированная. Я не знаю точно, как долго собака была привязана, но ее внешний вид говорил о том, что это была домашняя собака, ныне брошенная, удрученная и без сил. Печаль, в которую он был погружен, была очевидна. Из-за его подавленного состояния и травм шеи спасателям пришлось прибегнуть к различным стратегиям, чтобы завоевать доверие брошенной собаки, чтобы она поняла, что они не собираются причинять ему вреда. Именно тогда к нему подошел один из спасателей и начал утешать его. Поначалу пес был немного неуловим, но в конце концов поддался ласкам мужчины. Им также удалось освободить собаку, успокоить ее и дать ей несколько лакомств. Они также давали ему еду и воду, чтобы восстановить силы, и печаль животного постепенно исчезла. Пес понял, что теперь он в руках, которым может доверять. После спасения собаку перевели в приют. По прибытии они провели все необходимые анализы. У него была только травма шеи, но благодаря оперативному лечению, которое он получил, сейчас он полностью здоров. Теперь этот пес проводит свои дни, наслаждаясь обществом других собак посреди зеленых полей. Ему нравится получать массаж и бегать на природе в приюте. Физические и эмоциональные перемены в нем поразительны. Вьетнам – это страна, в которой проводились кампании, призывающие ее жителей отказаться от употребления собачьего мяса, и, без сомнения, это было место, где отказ от собак также повторяется. Несмотря на то, что собака известна как лучший друг человека и верный компаньон, случаи оставления и жестокого обращения с ней в мире не прекращаются, сообщает Europa Press. Поэтому пришло время остановить эту ситуацию и поддержать сайты, которые отвечают за заботу о них и поиск для них нового дома.